Если перед вами стояла задача как-то раскрасить свою будничную жизнь, если вы хотели обзавестись акустическим экраном и новым конденсаторным микрофоном, чтобы их расцветка шла в тон вашего помещения, вашего сетапа, вашей, ну не знаю, RGB подсветки на столе или в вашем геймерском компьютере, то сегодня такая возможность у вас появилась, и как раз-таки о ней мы и поговорим. Это цветные экраны акустические от AC Electronics и не менее цветные конденсаторные микрофоны X1A от тех же самых AC Electronics. На канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами общаемся на тему про аудио. Поехали! Давайте для начала я покажу вам, как дела обстоят внутри. Вы ведь видите только наружную часть. Продаются они отдельно, но не исключено, что, возможно, в какой-то момент появятся наборы. Мне кажется, это логично, когда у нас есть, допустим, красный экран и красный микрофон, должен появиться в какой-то момент набор, чтобы вы сразу могли купить все в тон своего интерьера, ну или, скажем, своего настроения. Так вот, в комплекте вместе с экраном идет достаточно удобная система для закрепления микрофона перед ним. То есть у нас есть два барашка, которые крепят саму систему к экрану сзади, специальные винтовые отверстия. И здесь у нас есть такая ножка, на которую мы с вами можем закрепить микрофон. Есть переходники под малую и под большую резьбу, так что на этот счет волноваться не стоит. Давайте посмотрим на белый и на красный. Начнем с красного, потому что там тоже есть на что посмотреть. Ну вы гляньте только. Вы гляньте, какая красота. Не знаю, вот лично я от красного остался просто в неописуемом восторге. Если бы у меня действительно была какая-то RGB-подсветка, вот эта штучка заняла бы вакантное место на моем рабочем столе. Переходим на белый. Ну посмотрите. Ну. Вид имеет, по крайней мере, как по мне. В комплекте с каждым из этих трех микрофонов мы получаем сам приемник и, естественно, держатель, он же холдер универсальный, с помощью которого мы можем крепиться как к обычной микрофонной стойке, так и к этой. Да, стоит отметить, важная особенность вот этих акустических экранов заключается в том, что нам нужна всего одна микрофонная стойка, чтобы выдрузить все это дело и начать с ним работать. Важным дополнением будет то, что вот эти все вещи мы рекомендуем вам закреплять их исключительно на массивные, тяжелые микрофонные стойки с круглым основанием в виде блинчика. Пантографы и стойки журавли достаточно часто не справляются с подобными решениями, так что будьте внимательны и старайтесь выбирать стойки как можно более массивные. Давайте возвратимся к микрофонам и немного поговорим о них. Но я напомню, что на нашем канале вы сможете найти полноценный ролик-обзор на AC Electronics X1A, так что если вы подумываете о покупке подобного чего-то, то обязательно зайдите и посмотрите полноценный обзор. Это конденсаторные микрофоны. Для работы им потребуется фантомное питание и какое-то количество усиления. Не очень большое, но все же. Например, сегодня я со своего аудиоинтерфейса подаю 30 дБ, этого вполне хватает для комфортной работы. На микрофоне мы найдем два переключателя. Первый — это аттенюатор, то есть фиксированное ослабление в 20 дБ. Можно записывать особо громкие источники, например, использовать этот микрофон не только для голоса вокала, но и для громкого музыкального инструмента, гитарного, басового усиления и так далее. Второй переключатель — это обрезной фильтр. Вот здесь вы его можете, кстати, увидеть на красном микрофоне. Он создан для того, чтобы срезать ненужную низкочастотную составляющую. Иногда такое бывает, когда вы слышите, что ваш голос забивает низы, просто активируете этот переключатель и можете записывать ваш голос без лишнего низа, чтобы потом, опять же, редактировать было намного комфортнее. По частотной характеристике это 20 Гц на 20 кГц, а по направленности это кардиоиды.
Где еще можно использовать такой фильтр частот? Конечно же, когда вы находитесь очень близко к микрофону, потому что начинает преобладать эффект близости. Это когда низкие частоты начинают преобладать над верхнечастотной и среднечастотной составляющей. Именно здесь нам и поможет подобный срез. Давайте попробуем проверить это все вместе на опыте. Вот я говорю в микрофон, я приблизился достаточно, я вплотную приблизился к микрофону, и теперь я активирую срез низких частот. Я активировал срез низких частот, и теперь мой голос, когда я говорю вплотную к этому микрофону, звучит следующим образом. Давайте вернемся на привычные значения. Также стоит отметить, что у всего этого набора есть достаточно интересная особенность, но это скорее относится больше к экранам. Мы можем ослабевать вот эту жердочку, на которой у нас закреплен микрофон, и двигать микрофон либо ближе к экрану, либо дальше к экрану. Например, сейчас микрофон расположен максимально далеко от экрана. Давайте я его подвину вплотную. Но вот я покажу, что я делаю на примере красного микрофона. Вот похожую процедуру я сейчас проделаю сам на черном комплекте, и мы с вами послушаем разницу в звуке. Я закрепил свой микрофон, утопил его максимально возможно по отношению к экрану, и теперь мой голос звучит следующим образом. Вернемся на первоначальное положение. Отдельным тестом я предлагаю вам послушать изменения звучания моего голоса с экраном и вообще без экрана. Благо так случилось, что у нас прямо под рукой имеется цельнокирпичная стена, я развернусь к ней, что-нибудь в нее поговорю, буду использовать экран и поговорю также без экрана, а вы внимательно следите за результатом. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И шествуя важно, в спокойствии чинном, лошадку ведет по дусце мужичок. В больших сапогах, в полушубке овчинном, в больших рукавицах, а сам с наготок. Если вы следите за нашим творчеством продолжительное время, то, должно быть, знаете мое отношение к подобным акустическим экранам. Я напомню, для голоса, а я имею в виду для дикторского голоса, для записи озвучек и подобных решений, да, возможно, такой экран в какой-нибудь квартире придется очень кстати. Когда речь идет о записи вокала, многие действительно берут такие штуки дома, чтобы записывать вокал, те же самые демо, почему бы и да. Но лично на мой слух, вокальные партии, записанные с применением акустических экранов, которые располагаются очень близко к вокалисту, я не имею в виду, знаете, огромные панели, которые используются на студиях, чтобы изолировать вокалиста от живой комнаты с музыкальными инструментами. Нет, вот такие экраны, они дают слишком сухой звук. Для дикторского голоса это даже здорово, потому что мы накидываем компрессию, мы сразу же получаем очень такой благородный, бархатистый голос, который, в принципе, можно обрабатывать эквалайзером, и он будет очень гибок в этом плане. Но вокалу не хватает живости, и это тоже достаточно часто отмечают, так что решайте для себя. Если вам нравится вокал с применением подобного экрана, то пожалуйста. Опять же, у нас есть выбор различных цветов, то есть теперь мы можем как-то раскрасить нашу скучную повседневность, в данном случае в красный, в белый, или купить привычный, лаконичный, такой серо-черный оттенок, который изначально и существовал. Если говорить о микрофонах, X1A — это действительно хороший микрофон, он стоит очень бюджетных денег, при этом звучит, я вам скажу, на уровень побольше. Это на мой слух. В любом случае, мне будет интересно узнать, что думаете вы по этому поводу. Напишите в комментариях, использовали ли вы в своей работе акустические экраны, остались ли вы довольны. Допустим, если вы писали вокал с акустическим экраном, будет очень интересно послушать результат. Возможно, вы можете приложить ссылку на записанный вами вокал, чтобы другие люди могли послушать и также обсудить качество и эффективность подобных решений в студийной работе. Это был канал «Давай запишем». Здесь мы с вами говорим про аудио. Друзья,
Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, поставьте лайк и следите за обновлениями. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Я звукорежиссер от Бога. Ура! Запись. Как понять, что она пошла? Она должна красным загореться и идти там. Она горела все это время красным. Почему? Ну и когда нажала, она перестала гореть красным. А давай еще раз, как ты нажимал? Нет, не здесь.